Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы хотим рассказать одну историю встречи с родственной душой. Это, с одной стороны, обычная история, каких действительно очень много, а с другой стороны, это история, имеющая свою очень интересную особенность, очень важную особенность. Но мы хотим рассказать не только эту историю, но хотим еще затронуть тему того, почему люди скрывают такую любовь, почему они не хотят о ней говорить, почему они хотят, чтобы это сохранилось в тайне. Почему мы сегодня решили рассказать эту историю? С одной очень важной целью, чтобы вы не стеснялись, чтобы вы не боялись своей собственной любви, чтобы вы не думали, что вы сошли с ума, чтобы вы позволили себе этой любви быть в вашей жизни. И тогда ваша жизнь невероятным образом преобразится, как это и случилось с той женщиной, чью историю мы хотим рассказать. Итак, сама история. Мы познакомились с этой женщиной несколько лет назад. Она пришла на консультацию, и у нее была встреча с родственной душой. Мы все выяснили, что это внутренний путь, и также мы узнали, что эта встреча, ее миссия этой встречи состояла в том, чтобы жизнь этой женщины изменилась. Мы не будем упоминать всех подробностей, и мы не будем говорить имен. Почему? По просьбе самих главных героев этой истории. Почему такая просьба возникла, мы об этом сегодня тоже немного расскажем, тоже немного поговорим. Итак, в чем заключается сама история? После того, как прошло несколько лет, это примерно 2 года, эта женщина приехала к нам на тренинг, на живой тренинг, для того, чтобы выразить свою благодарность, для того, чтобы поучаствовать в общем поле родных душ, побыть в этих энергиях, и для того, чтобы, может быть, что-то новое открыть в себе. Почему об этом нужно сказать? Потому что эта женщина, не подразумевала, что ее жизнь должна еще раз круто измениться. Она этого не хотела. Она так и говорила: я не хочу, чтобы моя жизнь менялась, меня в ней все, в принципе, устраивает. И произошел один такой процесс на тренинге, в результате которого у этой женщины возникли очень глубинные состояния. Я все время подбираю слова для того, чтобы оставить эту историю в тайне по просьбе самой женщины. Очень глубокие переживания, очень сильные состояния, которые говорили об одном совершенно очевидном факте, что ее жизнь вот-вот должна вновь круто измениться. Когда я ей это сказал на тренинге, она опять замахала руками и сказала: нет, 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 я не хочу. Я хочу спокойствия, я хочу стабильности. На что я так немного возразил, сказал: вы знаете, не нам решать, что произойдет в нашей жизни. И дальше стало происходить самое интересное. И когда эта женщина возвращалась домой после тренинга, она даже не подозревала, что случится снова чудо в ее жизни и случится снова встреча с родственной душой. Она этого не хотела, не ждала, но она возвращалась в свою страну, она живет не в России, и когда-то она жила в одном из городов в России, и вот она просто решила остановиться на какое-то время перед тем, как вернуться уже к себе сейчас в свою страну. И в этом городе случилось чудо. Как она потом написала, сразу же после ретрита она встретила свою родственную душу.
встретила снова мужчину, которого почувствовала душой. Потом у нее запустились очень глубинные, очень серьезные процессы. Она приходила, она нам писала, она спрашивала, что со мной происходит и так далее, и так далее. Но все было хорошо, она все правильно проходила с нашими, конечно, советами. Все она сделала верно. И эта встреча у нее завершилась, и через какое-то время она снова приходит к нам на онлайн занятия и говорит, такая счастливая, сияющая, что снова в ее жизни случилась встреча. Но эта встреча необычная, она тоже случилась с родственной душой. Но особенность этой встречи была в том, что человек был, ну, как говорится, не совсем обычным, да. Человек, у него ограничены определенные физические возможности. Мы не будем говорить, что именно, потому что это действительно очень личная тема, и по просьбе этой женщины мы не будем озвучивать. И для нее самой случилось просто какое-то чудо, что вот произошла такая встреча, и между этими людьми вновь возникла сердечная, настоящая любовь, высокая любовь. Хотя они даже общаться толком не могли. Там у них очень много различий, как у людей, различий из-за того, что вот у человека, у этого мужчины ограничены возможности. Но вот этот поток любви и родственных душ, он просто творил какие-то чудеса. Они общались душами, а при каждом общении она рассказывала, как у нее загоралась анахата, как ее переполняла эта чистая, светлая любовь, и как ей хотелось сделать для него что-то очень-очень хорошее. Она понимала и до сих пор понимает, что эта встреча, возможно, не навсегда. И она даже так и написала, что я не знаю, для чего нам сейчас эта встреча, чем она завершится, но как бы то ни было, самое главное, что есть у нас, это та любовь, которую я чувствую, которую мы оба переживаем. И, как она написала, благодаря вам я не считаю себя сумасшедшей и не считаю себя больной. Вот она нам очень часто стала писать, потому что все время сомневалась, что это за встреча, почему вдруг у нее происходит вновь и вновь встреча с родственными душами. Она начинала сомневаться, то ли это родственная душа, то ли это кто-то другой. Она сомневалась, как ей на это реагировать, идти ли навстречу, начинать общаться с этим человеком или не делать этого. А ум постоянно ей мешал. Он говорил ей, что так не может быть, так не должно быть, для чего это вообще непонятно, к чему это может привести, ни к чему не может привести. Они живут в разных странах, у них совершенно разные жизни. Но вот это вот единство душ, то, что происходит между родственными душами, это необычайная любовь, безусловная, чистая любовь. Она начала творить чудеса. И недели за неделей, месяцы за месяцем эта женщина все больше и больше открывалась этому потоку любви, и с ней стали происходить невероятные преобразования. Последний раз, когда мы с ней встречались в онлайне, у нее было сияющее лицо. Она просто вся светилась и говорила, это просто невероятно. Я не могу выразить словами то чудо, то счастье, которое сейчас со мной происходит. Я люблю, я передаю эту любовь, и я ничего не жду взамен от этого человека, я ничего не жду взамен от судьбы, что мы будем вместе или не будем вместе. Мне просто хочется выражать ему эту любовь, мне хочется общаться с ним, пусть даже и дистанционно, и мне очень хочется ему помочь, мне очень хочется участвовать в его судьбе. Вот такая необычайная любовь, которая развивалась в течение вот нескольких недель, нескольких месяцев, когда наконец-таки эта женщина полностью приняла этот поток любви. Дальше происходит еще более интересная вещь. У нее начинает создаваться общий проект, она начинает активно участвовать в его жизни, и нужно сказать, что этот человек, мужчина, он ведет очень активный социально активный образ жизни, несмотря на то, что у него ограниченные возможности. Он ведет такой образ жизни, который настолько активный, который далеко не каждый вот среди обычных, нормальных, как говорят, людей ведут такой образ жизни. Он очень активный человек. Он очень хочет в жизни своей многое узнать, многое постичь, многое увидеть и так далее. Он открыт этой жизни. Он встречается с другими людьми. Он посещает различные страны.
и так далее, и так далее. Мы не можем сейчас упоминать всех подробностей по просьбе этой женщины. И вот о чем хочется сейчас сказать обязательно. Возникает огромный вопрос. Почему? Почему люди, обладая таким сокровищем, такой любовью, скрывают это? И ответ на этот вопрос многосложный. Во-первых, потому что это любовь непонятная. Это не любовь между любовниками. Они не являются любовниками, у них нет интимных отношений. Это не любовь, которая должна или может привести к созданию семьи. Они не говорят о том, что они будут мужем и женой. И это не обычная дружба, как можно сказать. Ну, наверное, это дружба. Нет, это не дружба. Это именно любовь. То есть они не любовники, они не жених и невеста, не будущий муж и жена, и они не друзья. Кто же они? Как они могут сказать миру, кто мы? Как они могут сказать миру, мы любим друг друга, но мы не те, ни другие, ни третьи. Они родственные души. У них есть родство душ, у них есть любовь, взаимодействие душ. Настоящая, безусловная, чистая любовь. Как об этом можно рассказать многим? Для многих это непонятно. Почему мы сегодня решили об этом говорить? Потому что очень часто, и, кстати, в комментариях на нашем канале в том числе, и на других интернет-ресурсах, когда люди обсуждают любовь между родными душами, они начинают приклеивать ярлыки, больные, болезненные, неприятные, оскорбительные ярлыки. Вы любовники, говорят они, те, кто пишет комментарии, или вы вообще непонятно кто. Другие пишут, да вы просто чокнутые, сумасшедшие. И не хотят люди раскрывать эту любовь, не хотят о ней говорить. Потому что это любовь вне границ, вне стереотипов, вне обычных понятий того, что происходит между мужчиной и женщиной. И мы хотим об этом говорить громко, открыто, ясно, четко, для того, чтобы все люди, которые встречали свою родную душу, будь то родственная душа, близнецовая половинка или кармический партнер, неважно, чтобы они могли открыто говорить о своей любви. Или, по крайней мере, чтобы они не боялись сами себе в этом признаться, чтобы они не боялись принять поток этой любви. Та же женщина нам постоянно пишет: спасибо вам большое, потому что если бы не вы, я бы не смогла себе позволить это. Я бы думала, что я сумасшедшая. Или больная. Я больная, я ненормальная. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Я бы не смогла себе это позволить. Да, и вообще, вы знаете, да, на самом деле, вот уже 7 лет мы говорим об этих феноменальных отношениях родных душ. И с каждым годом все больше, слава Богу, становится людей, которые понимают, что это за отношения, что это за любовь такая. Но, конечно, до сих пор еще подавляющее большинство и социум не понимает этой любви. И вот сейчас, когда нам пишут: слава Богу, значит, я не сумасшедшая, или говорят иногда иначе. Вот как эта женщина, например, пришла на наше занятие, где собираются другие люди, также в потоке родных душ, и сказала: Боже, как здорово быть среди таких же сумасшедших, как я. Стоп, минуточку, а почему сумасшедших? Мы ее поправили среди нормальных Да. людей. Вы знаете, это на самом деле, это слушается уже, так воспринимается. Почему ты сумасшедший? Если ты любишь, разве ты сумасшедший? А если ты живешь как все, если ты приспосабливаешься, если ты терпишь, страдаешь, но продолжаешь жить со своим партнером, значит, ты нормальный? Где эта грань нормальности? Почему любовь воспринимается как сумасшествие? Любовь — это прекрасное чувство, которое воспевается в песнях, воспевалось поэтами, воспевалось писателями. Музыканты творили в потоке любви, и все это принимается, используется людьми в социуме. Все это нравится, все это принимается. Но почему говорить об этом так стыдно, так больно и так страшно? Меня примут за сумасшедшего. А вот еще одна женщина, она приходила ко мне на женские занятия, и мы с ней тоже говорили вот как раз о любви. Она живет в стране, где религия ислам. И она мне говорит: я не знаю что, но я должна что-то сделать. Я чувствую, что я должна своим женщинам вот в нашей среде говорить о любви. Они же боятся любить. Я им говорю:
Не бойтесь любить, это не измена. Если ты живешь с мужем, но ты вдруг встретил свою родную душу и любишь его, это не измена, ведь ты же не изменяешь мужу. Ты любишь, твое сердце любит, ты раскрываешься. Она вот с такой болью, я чувствовала от нее, что она действительно искренне сопереживает всем женщинам, которые находятся рядом с ней. И до сих пор она пишет, ну почему люди боятся любить? А она сейчас прекрасно выглядит, она цветет, она любит. И она действительно такой пример вот вдохновения. То есть люди все больше и больше пробуждаются, они все больше понимают, что любовь, она на самом деле огромная движущая сила на планете. Любовь, она приводит к Богу. Что бы вы ни говорили, что бы вы ни писали, что сначала познай Бога. Бог познается через любовь. Если вы любите человека, вы любите в нем Бога. И я говорю сейчас об отношениях родных душ. Это такой поток энергии, когда вы чувствуете любовь к своей родной душе, вы чувствуете любовь к Богу через этого человека. И эта любовь начинает вас возвышать. И какие же это любовники? И что же в этом постыдного, если ваша душа и душа вашего партнера, вашей родной души, с которым вы, может быть, даже в разных странах, с которым вы можете и не видеться, и можете даже и не общаться, и не переписываться, что же в этом постыдного, если ваши души, благодаря этому потоку любви, возвышаются? Они поднимаются на другой уровень, они освобождаются, они становятся более свободными, более легкими. Это то, чего хотел и хочет Бог для всех нас. Так что же в этом постыдного? Наша основная задача, наша основная цель, цель нашей деятельности состоит только в одном, чтобы все, кто встретил свою родную душу, они приняли поток этой любви. Это основная наша цель, чтобы этот поток был принят. И потом этот поток энергии вас ведет куда-то вперед, ведет вас вверх. Кого-то он ведет к познанию Бога, это познание источника любви. Других людей он ведет к воссоединению, и они могут действительно жить вместе. А третья категория, они могут создавать общие проекты, вдохновлять друг друга, помогать друг другу, спасать друг друга, спасать от смерти буквально, мы об этом уже говорили не раз. Но в любом случае встреча родных душ – это совершенно уникальное, феноменальное событие в вашей жизни, которое сразу же выходит за рамки любых ограничений, любых стереотипных восприятий отношений между мужчиной и женщиной. Вот об этом мы хотим всегда говорить, и об этом мы хотим достучаться до каждого, чтобы был принят поток любви. С одной стороны, люди встречают свою родную душу и боятся об этом говорить, потому что их сочтут сумасшедшими. А с другой стороны, мы видим совершенно обратные, на самом деле извращенные, какое-то вывернутое восприятие этой встречи. Вот это вот так называемая мода на близнецовые пламена, когда вокруг этого происходит огромное количество спекуляций, происходят какие-то непонятные игры. Я встретил своего БП, а это мой БП, а я теперь с БП. Вот это вот духовная гордыня, какие-то друг другу грамоты дают. У меня БП, а у тебя не БП. Происходят игры эго. Вот с одной стороны люди боятся этой любви, а с другой стороны они как бы вот из пальца начинают высасывать. То, что с ними произошла какая-то встреча, они хотят раздуть из этого какое-то событие, которое вот их эго, их гордыню куда-то вознесет на какой-то пьедестал. Понимаете, с одной стороны вот эти вот игры в БП, не БП, а с другой стороны зажимается поток любви. Нужно найти срединный путь, естественный, нормальный путь. Когда вы встречаете свою родную душу, это может быть родственная душа, как в случае той женщины, которую мы немного рассказали. Это может быть близнецовая половинка, или это может быть даже кармический партнер. Вы должны принять поток любви. И это то, что изменит вашу жизнь. Это то, что вашу жизнь сделает настоящей, живой, наполненной, а не то, что вы как-то будете друг друга называть. Вот возьмем тот же самый пример этой женщины. Она к нам обратилась сразу же с вопросом, что это за
Ее можно было понять. Вот эти вот встречи родственных душ одна за другой шли, у нее просто действительно шарики за ролики стали заезжать. Она не понимала, что с ней происходит. Она говорит, кого же я опять встретила? И мы ей сказали, вы опять встретили родственную душу. Ну и что? Вот родственная душа, и ее жизнь изменилась. И жизнь Понимаете? этого человека Жизнь тоже этого человека изменилась. изменилась. Не близнецовая половинка. Ну и что? И что? Да, это не близнецовая половинка. Это родственная душа. Что теперь? Не общаться, любовь не принимать. Жизнь пусть остается такой, как и была где-нибудь, или того хуже, где-то в болоте пусть будет, да, раз это не БП. И что еще важно здесь упомянуть, что эта женщина, она состоит в отношениях пока с мужем. И отношения их постепенно расходятся. И когда она стала встречать своих родственных душ, уже не после первой родственной души, вот после ретрита, как она приехала к нам, она первого человека встретила, родственную душу. И вот сейчас этот мужчина, тоже родственная душа. Она очень испугалась и стала нам тоже писать. Она стала спрашивать, не предаю ли я мужа, ведь я не могу уже взаимодействовать с мужем. Хотя там уже у них отношения, как бы они вот на стадии того, что все они завершаются, но еще официально не завершились. И она стала приводить нам в пример лекции Турсунова, где Турсунов учит, как нужно взаимодействовать с мужем и так далее и тому подобное. Мы, конечно, говорим, что часто такие лекции слушают другие люди. Тем, кому не нужна встреча с родной душой, тем, кому действительно нужно наладить отношения в семье. Здесь ситуация другая. Здесь человек, женщина уже расходится с мужем, их сама жизнь уже разводит. То есть энергия, она их начинает разводить. И не нужно притягивать то, что уже уходит. Не нужно стараться делать там, что-то склеивать там, где уже сама жизнь тебя разводит. Она писала, просила меня прокомментировать то, что с ней происходит. Она говорила, я слушаю Турсунова, я искренне стараюсь делать то, что он говорит. Я стараюсь как-то вот ухаживать за мужем, что-то нужные ему слова говорить, стараюсь передавать ему эту энергию. Но мне ничего не получается, она говорит. У меня абсолютно ничего не получается. И не хочется, чтобы получалось. А вот когда она встретила этого человека, другого человека, родственную душу, она ничего не делала. Она ничего специально не передавала, никакой энергии ему. Она специально никаких слов ему не говорила. Весь поток хлынул сам. Она говорит и пишет нам в письмах, я вообще ничего не делаю. Все идет само. Ничего от меня не зависит. Я просто единственное, что могу, согласиться быть в этом потоке любви, больше ничего. Либо не согласиться. Этот поток идет сам. Взаимодействие между их душами идет спонтанное, естественное, само собой. Естественно. Так что же получается? Нужно отказаться от настоящей любви, нужно отказаться от настоящего потока любви, от своей жизни, от своего преображения, ради того, чтобы бубнить, простите, какие-то заученные слова. Ради того, чтобы быть в системе. Для того, чтобы выполнять определенные правила, для того, чтобы система вас приняла и сказала, да, какая ты молодец, ты ведическая женщина. Хотя она никогда не мечтала стать ведической женщиной. Или там еще какая-то ты женщина, ты правильная, например, женщина, да? Но ни жизни не будет, ни любви не будет, ни вдохновения, ничего не будет. Будет просто как бы одобрение, да, ты молодец. И больше ничего. И вот на это вот менять настоящую жизнь, настоящую любовь, да никогда и ни за что. Это вообще несравнимые понятия. Несравнимые понятия. Об этом мы хотим говорить. Если к вам пришла любовь, откройтесь ей. Мы не говорим вам, разводитесь с мужем или с женой. Мы не говорим вам, покидайте свою семью. Не об этом речь совершенно. Более того, часто на консультациях я говорю, ни в коем случае не разводитесь и не уходите из семьи. Почему? Да потому что эта встреча с родной душой далеко не всегда для того, чтобы вы совершали такие именно радикальные шаги. Иногда это так, что действительно человек встречает свою родную душу и говорит, все, вот это та капля, которая переполнила чашу, все, я теперь точно развожусь, я уже развелся и вышел из семьи, вот дальше что делать, да? Такое бывает, но далеко не всегда. Речь не об этом. Речь о том, чтобы позволить себе любить. Любить безусловной, чистой любовью. Мы не говорим об интимных сексуальных отношениях. Люди, повторяю, могут вообще не встречаться, они живут в разных странах, за тысячами километров друг от друга.
Они встретились там 2-3 раза, увиделись вживую. В основном у них идет переписка в интернете. И это нисколько не мешает им передавать вот эту энергию любви, то есть чувствовать ее даже, не передавать, а чувствовать, быть в этом потоке любви. Когда эта женщина давала нам разрешение на то, чтобы мы рассказали историю без личных подробностей, она нам так и написала, что вот эта высокая любовь, она говорит, ну это же не моя заслуга, я же ничего для этого не делала. Она есть сама по себе. То есть она есть, естественно, этот поток любви, он такой. И, конечно, хочется, чтобы со временем, вот пройдет еще несколько лет, будут также встречаться родные души. Все больше и больше встречают люди своих родных душ, родственных душ, своих божественных половинок. И очень хочется, чтобы уже наконец-то в обществе стало нормальным любить, а не любить стало чем-то ненормальным. И тогда действительно, тогда произойдут какие-то удивительные, колоссальные изменения среди людей, в обществе и вообще на нашей планете. Потому что часто, когда вот у нас вчера, например, была РД-молитва, мы собирались и молились за других людей, идущих путем родных душ. И очень часто в такую молитву люди спонтанно молятся о нашей планете. И разные люди пишут одно и то же. Я чувствую, как планета словно задыхается от насилия, от ненависти, от агрессии. И ей нужна любовь. Это действительно так. Планета устала от других вибраций, от низких вибраций. Планете нужна любовь. Именно поэтому сейчас идет поток любви на планету. Именно поэтому сейчас встречается все больше родных душ. И если вы будете принимать этот поток любви, чистый, безусловный поток любви, то если многие люди будут принимать этот поток любви, то планета действительно может измениться. Все это начинается с каждого из нас. Каждый сам для себя лично принимает, в первую очередь принимает это решение – открыться потоку любви. Не нужно ждать кого-то, кто когда-то вам разрешит, или кто-то рядом будет принимать этот поток любви или не принимать. Обращайте внимание не на то, что происходит вокруг вас, разрешает вам общество или нет. Обращайте внимание на свою душу, насколько она рада откликается этому потоку любви, насколько она дает вам эту радость, эту жизнь, когда вы уже радуетесь, смеетесь, вы уже подскакиваете, а не ходите, вы уже как ребенок становитесь. В хорошем смысле, конечно, слова. Вы заряжены этой энергией. Вот что дает ваша душа, когда вы откликаетесь на этот поток любви. Так вот и обратите внимание на это, откройтесь этому и примите это. Если вы хотите это сохранить в себе, в тайне, пусть будет так, это ваше решение. Если вы хотите рассказать об этом кому-то другим и тем самым поддержать других людей на их пути, прекрасно, это будет еще лучше. Почему мы всегда говорим, делитесь своими историями, не бойтесь, не стесняйтесь. Потому что, кажется, есть такая иллюзия, что действительно вот эта любовь родных душ, это для каких-то единиц, для избранных, это люди ненормальные, они сумасшедшие, они вообще какие-то как изгои. Это не так. Нам пишут очень многие. Таких случаев встреч с родной душой очень много. Таких людей совсем-совсем немало. И чем больше будут об этом люди открыто говорить, тем больше это будет приниматься в обществе. И действительно пройдет время, когда вот эта любовь родных душ, она будет уже понятна. И другие люди не будут вертеть пальцем у виска и говорить, что это вообще чокнутые какие-то. До тех пор, пока у них такая встреча не произошла, они не будут это понимать. Они не будут понимать, как это не любовник, не муж, не друг, а кто, как это родная душа. Но когда сам человек встречает родную душу, он говорит, да, теперь я понимаю. Да, теперь я понимаю, о чем речь, о чем они тут все говорят, о какой такой любви. Теперь я стал таким же нормальным, как и вы. Примите это, примите обязательно. Ваша жизнь преобразится сказочно. Мы не знаем, как она преобразится, мы не знаем, как она изменится, какую профессию вы вдруг захотите, может быть, поменять свою профессию или не поменять. Обретете вы какую-то новую семью или останетесь в прежней семье, какие у вас другие будут обстоятельства, это неизвестно.
Это, как говорится, одному Богу только известно. Но мы совершенно точно знаем, что когда вы примете поток любви, ваша жизнь сказочно, невероятно обогатится внутренне, и вы это будете чувствовать каждой клеточкой своего тела. И она обогатится вокруг вас. Вы будете видеть мир совершенно другими глазами. И это не та влюбленность, которая пройдет через месяц или два, на которой не стоит как бы обращать особо сильного внимания. Это совсем другая любовь, которая действительно укоренится в вас, которая даст вам другое видение жизни, другое мировосприятие, более глубокое, более духовное, более широкое и наполненное. Откройтесь этому потоку любви, ничего не бойтесь, ваша жизнь сказочно преобразится. И если такая любовь пришла в вашу жизнь, то поверьте, это точно не произошло случайно. Это произошло для какого-то великого блага вашей души.